Когда сегодня говорят про великих путешественников и первооткрывателей, обычно вспоминают максимально ожидаемый набор. Колумб, Магеллан, Кук. Самые продвинутые еще могут вспомнить Нансена или Ливингстона. При этом мало кто задумывается над довольно странной вещью. На протяжении нескольких столетий русские люди проводили одну из крупнейших исследовательских экспедиций в истории человечества. Причем речь идет не об одной экспедиции и даже не о нескольких путешествиях. Речь идет о непрерывном движении длиной почти в 400 лет, которое шаг за шагом изменило карту мира и превратило Россию в крупнейшее государство планеты. Это проект защиты исторической справедливости патриотического движения Победа 945. С вами я, Павел Кухаркин, и я призываю вас подписываться, писать комментарии и ставить лайк. Сегодня поговорим о людях, которые открывали для России Сибирь и Дальний Восток. Первыми выходили к берегам Тихого океана, исследовали Арктику, строили русские поселения в Америке, добирались до Калифорнии и Гавайских островов, а затем оказались среди первых людей, увидевших берега Антарктиды. И чем глубже начинаешь погружаться в эту историю, тем сильнее понимаешь, что перед нами не просто набор героических биографий, перед нами одна из самых масштабных историй освоения пространства, которое когда-либо знало человечество. Самое удивительное заключается в том, что многие сегодня вообще не представляют реальные масштабы этого процесса. Потому что в школьном учебнике все обычно выглядит довольно просто. Ермак перешел через Урал, разгромил хана Кучума, после чего началось освоение Сибири. На практике за этими несколькими строчками скрывается история, которая по своему размаху сопоставима с крупнейшими проектами освоения Земли в мировой истории. Я вот сам, когда на самолете летел в Екатеринбург, думаю, господи, как это можно было проходить пешком. А когда я долетал до Иркутска, я вот себе мало представлял, как уже по освоенной территории везли тех же декабристов. А это представьте, что вы идете просто в неизвестность. Масштабы на самом деле просто поражают. Но попробуйте пешком хотя бы до Челябинска дойти и поймете. Когда в конце 16 века отряд Ермака отправился на восток, никто не мог предположить, чем все закончится через несколько поколений. Никто тогда не собирался пройти путь от Уральских гор до Тихого океана. Никто не планировал исследовать тысячи рек, строить новые города, наносить на карту огромные территории и создавать пространство, которое позже займет почти половину Евразии. Но именно это в итоге и произошло. И вот здесь появляется совершенно особый тип людей, которых сегодня в исторических книгах называют землепроходцами. Именно благодаря таким людям Россия когда-то начала двигаться на восток с темпами, которые до сих пор поражают историков. Пока европейские державы годами готовили отдельные морские экспедиции, русские отряды один за другим уходили все дальше через Сибирь, постепенно превращая белые пятна на карте в реальную географию. Например, Москвитин. Если спросить на улице, кто это вообще такой, большинство людей вряд ли сможет ответить. Между тем, именно его отряд в 1639 году первым из русских достиг берегов Тихого океана. Василий Поярков проходит по бассейну Амура и приносит сведения о территориях, которые для Москвы того времени выглядели примерно так же загадочно, как сегодня выглядят далекие планеты. Затем появляется Хабаров, имя которого сегодня носит крупнейший город Дальнего Востока. Именно его экспедиция начинает системное освоение Преамурья и закладывает основу русского присутствия на этих землях. Если честно, стоит особенно отметить, насколько необычной была вся русская история освоения Сибири и Дальнего Востока, потому что большинство европейских исследователей двигалось вдоль морских побережий. Испанцы, португальцы, англичане и голландцы строили свои маршруты через океаны. Россия же двигалась через леса и реки, болота, горы в бесконечное просто пространство континента. Причем зачастую единственными дорогами были сами реки, летом по ним шли на лодках, зимой двигались по льду. А в межсезонье зачастую приходилось буквально тащить суда волоком через перевалы и водоразделы. Еще одним русским супергероем, первооткрывателем на все времена является Дежнев, якутский казачий атаман и торговец пушниной. С ним связан довольно забавный парадокс. Практически каждый слышал про Берингов пролив. Многие знают, что он разделяет Азию и Америку. Некоторые даже вспомнят имя самого Беринга, но при этом очень немногие знают, что русский землепроходец Дежнев фактически прошел этим маршрутом примерно за 80 лет до знаменитой экспедиции Беринга. В 1648 году несколько небольших судов выходят из устья
Колымы и направляются на восток вдоль побережья Северного Ледовитого океана. Сегодня даже смотреть на карту этого маршрута немного не по себе. Тогда же людям предстояло пройти его практически вслепую. Без карт, без прогнозов погоды, без GPS и навигации, без понимания того, где находятся вообще безопасные бухты и сколько еще продлится их путь. Экспедицию постоянно преследуют штормы, льды и аварии. Часть судов погибает, часть людей исчезает бесследно, но оставшиеся продолжают движение. В результате Дежнев огибает крайнюю восточную точку Азии и проходит пролив, разделяющий два континента. Фактически он первым доказал, что Америка не соединяется с Азией сушей. Проблема заключалась лишь в том, что его отчеты затерялись в архивах, а результаты экспедиции не получили широкой известности в Европе. Получается удивительная история. Одно из крупнейших географических открытий 17 века действительно произошло, но мир узнал о нем значительно позже. Вообще история русского освоения Сибири и Дальнего Востока очень долго развивалась примерно так же, как развивается любой большой стартап, который неожиданно оказался успешнее всех ожиданий. Сначала несколько человек делают что-то на свой страх и риск. Потом появляются первые результаты. А затем приходит понимание масштабов происходящего. А потом уже в процесс включается государство и начинает играть совсем по-крупному. К началу 18 века стало понятно, что Россия обладает территориями, размеры которых толком не понимает даже сама. Огромные пространства Сибири все еще оставались исследованы лишь частично. Северное побережье Евразии было нанесено на карту фрагментарно. Никто не мог точно ответить, где заканчивается Азия и где начинается Америка. Да и сама Арктика для большинства европейских ученых оставалась почти такой же загадкой, как для нас сегодня какой-то уж совсем дальний космос. Именно поэтому Петр I принимает решение организовать исследование совершенно другого масштаба. Не отдельную экспедицию, не путешествие нескольких энтузиастов, а гигантский государственный проект, который должен был дать ответы на десятки вопросов одновременно. Так появляется Великая Северная экспедиция. Если честно, ее масштабы даже сегодня производят впечатление. В ней участвовали тысячи человек. Моряки, географы, картографы, астрономы, ученые, переводчики, военные инженеры и промышленники. Работы велись одновременно на огромной территории, от Архангельска до Камчатки. По сути, государство впервые попыталось системно изучить собственные владения от Балтики до Тихого океана. Причем именно тогда начинают появляться многие географические названия, которые сегодня кажутся уже настолько привычными, что мы даже не задумываемся об их происхождении. Берингов пролив, Берингово море, море Лаптевых, мыс Челюскина. За каждым из этих названий стоят годы тяжелейшей работы и зачастую совершенно невероятные человеческие истории. Например, Семен Челюскин. Сегодня его имя знают в основном те, кто интересуется географией. Но именно он в 1742 году достиг самой северной точки Евразии. И здесь важно понимать, что речь идет не о путешествии на современном ледоколе, не о научной экспедиции с вертолетами, спутниковой связью и аварийными службами. Челюскин двигался через арктическое пространство на собачьих упряжках, сталкиваясь с морозами, которые способны остановить практически любую современную даже технику. Не менее впечатляющей выглядит история братьев Лаптевых. Кстати, большинство людей уверены, что Лаптев был один. Море Лаптевых получило свое название в честь сразу двух исследователей – Дмитрия и Харитона Лаптевых. Они обследовали тысячи километров арктического побережья в условиях, где не существовало ни дорог, ни населенных пунктов, ни какой-либо привычной инфраструктуры. Иногда зимовки продолжались месяцами, а связь с внешним миром фактически отсутствовала полностью. И чем подробнее становились карты Сибири и русского севера, тем чаще возникал вопрос, который рано или поздно должен был появиться. И если Россия уже добралась до берегов Тихого океана, то что находится дальше? Потому что за горизонтом начался новый мир, который вскоре станет одной из самых необычных страниц российской истории. И называться эта страница будет очень неожиданно для современного человека. Русская Америка. Вообще сама фраза «Русская Америка» для многих до сих пор звучит примерно как название альтернативного исторического романа. Что-то из серии «А что было бы, если бы история пошла по другому пути?». Но самое интересное заключается в том, что никакой альтернативной истории здесь нет. Русские действительно добрались до Аляски. Русские действительно строили там города и крепости. Русские действительно вели торговлю через Тихий океан. А русские корабли действительно появлялись у берегов современной Калифорнии и
Гавайских островов. Началось все после экспедиции Беринга, когда стало окончательно понятно, что за проливом находятся огромные земли. Туда практически сразу устремились купцы, промышленники, мореходы и охотники. Причем двигала ими вовсе не романтика путешествий. Главным богатством того времени был мех. Особенно ценились меха морской выдры, которые на азиатских рынках могли стоить огромных денег. По сути, это была нефть 18 века. Именно вокруг нее постепенно начинает формироваться русское присутствие на другом берегу Тихого океана. Сначала появляются временные поселения, затем постоянные фактории, потом строятся крепости, склады, верфи, православные храмы и школы. В какой-то момент становится очевидно, что речь идет уже не о нескольких торговых пунктах, а о полноценной системе управления территориями. И возникает Русская Америка. Причем масштабы происходящего многие сегодня серьезно недооценивают. Потому что если посмотреть на карту того времени, выясняется довольно любопытная вещь. Российская империя фактически присутствовала сразу на двух континентах, и пока в европейской части страны строились дворцы Санкт-Петербурга, на другом конце света русские поселенцы осваивали земли вдоль берегов Северной Америки. Но дальше история становится еще более неожиданной. В 1812 году появляется Форт Росс, русское поселение в Калифорнии. Здесь строились укрепления, выращивалось зерно, разводился скот, велась торговля с испанцами и развивалось хозяйство, которое должно было обеспечивать русские владения на Аляске продовольствием. А в начале 19 века русские появляются даже на Гавайских островах. Да, тех самых Гавайях, которые сегодня ассоциируются с серфингом, пляжами и американскими курортами. В какой-то момент там появляются русские представители, строятся укрепления, ведутся переговоры с местными правительствами и обсуждаются проекты постоянного присутствия Российской империи в центральной части Тихого океана. Следующий шаг будет связан с кругосветным плаванием и выходом в мировой океан на равных с крупнейшими морскими державами своего времени. В 1803 году начинается первая русская кругосветная экспедиция под руководством Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского. Если честно, сама идея кругосветного плавания тогда выглядела почти авантюрой. Британия уже обладала огромным морским опытом. Испания и Португалия столетиями строили свои океанские империи. Франция активно исследовала новые территории. Россия же только начинала входить в этот клуб великих морских держав. Два корабля с очень символичными названиями «Надежда» и «Нева» отправляются в путь длиной в десятки тысяч километров. Впереди их ждут Атлантический океан, Южная Америка, Тихий океан, Гавайские острова, Русская Америка, Япония, Китай и обратный путь через половину земного шара. Причем экспедиция решала сразу несколько задач. Необходимо было доставить грузы в русские владения, провести научные наблюдения, уточнить карты и наладить дипломатические контакты с Японией, которая тогда оставалась одной из самых закрытых стран мира. По сути, это было одновременно географическое исследование, торговая миссия и демонстрация возможностей государств. Именно тогда русские моряки начинают собирать огромное количество сведений о регионах, которые до этого были известны только европейской науке, и то весьма поверхностно. Уточняются карты островов и побережий, проводятся наблюдения за течениями и климатом, описываются народы и культуры, с которыми сталкиваются участники плавания. Многие результаты той экспедиции позже будут использоваться мореплавателями разных стран. Но самое важное заключалось даже не в этом. Первая русская кругосветка стала своеобразным экзаменом на зрелость для российской морской школы. И этот экзамен был успешно сдан. После возвращения Крузенштерна и Лисянского Россия окончательно закрепляется среди ведущих морских держав своего времени. И интересно заключается в том, что на этом история русских великих экспедиций вовсе не заканчивается. Наоборот, она выходит на новый уровень, потому что если раньше речь шла об освоении Сибири, исследовании Арктики или выхода к берегам Америки, то теперь перед русскими моряками возникает задача, которая еще совсем недавно казалась невозможной. На карте мира оставался огромный белый участок, существование которого многие ученые признавали лишь теоретически. Это где-то далеко на юге, за пределами привычных морских маршрутов. Среди льдов и штормов должен был находиться неизвестный материк. И вскоре именно русские корабли отправиться на его поиски. Если честно, сама идея искать новый материк среди льдов в океане в начале 19 века выглядела примерно так же безумно, как сегодня выглядел бы проект пилотируемой экспедиции на Марс. Большинство людей никогда не видели этих мест. Карты заканчивались задолго до предполагаемого района поиска. Погода считалась практически непредсказуемой, а огромные ледяные поля могли в любой момент
раздавить деревянный корабль, словно скорлупу ореха. Тем не менее, в 1819 году из Кронштадта выходит экспедиция под руководством Фадея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. В распоряжении моряков находятся два шлюпа – «Восток» и «Мирный». Название получилось удивительно символичным, потому что впереди их ждали далеко не мирные условия и совсем неспокойные воды. На протяжении многих месяцев экспедиция движется все дальше на юг. Погода ухудшается, штормы становятся все сильнее, льдов становится все больше. Постепенно корабли начинают заходить в районы, где до них практически никто не бывал. Причем речь идет не просто о плохой погоде. В этих широтах любая ошибка могла стоить жизни всему экипажу. И вот здесь начинается тот самый момент, ради которого экспедиция позже войдет в мировую историю. В январе 1820 года участники плавания наблюдают огромные ледяные берега неизвестной земли. Сегодня большинство историков считает, что именно экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева стала одной из первых в мире достоверно увидевших Антарктиду. Споры о первенстве продолжаются до сих пор, поскольку в тот период сразу несколько экспедиций разных стран работали в южных широтах, но сам факт остается фактом. Русские моряки оказались среди людей, впервые увидевших последний неизвестный материк планеты. Причем особенно впечатляет то, что происходило это в эпоху, когда не существовало спутниковых снимков, ледовой разведки и современных средств навигации. Фактически моряки двигались в неизвестность, полагаясь на мастерство капитанов, карты, наблюдения и опыт предыдущих поколений исследователей. Кстати, именно здесь история словно замыкает огромный круг длиной в несколько столетий, потому что если начать отсчет от Ермака, который переходил через Урал в конце 16 века, а затем проследить путь землепроходцев, исследователей Арктики, мореходов Русской Америки и участников кругосветных плаваний, получается удивительная картина. Несколько поколений русских людей последовательно двигались туда, где на карте еще оставались белые пятна. Сначала через Сибирь, потом к Тихому океану, затем к берегам Америки, потом вокруг света и, наконец, к берегам Антарктиды. Наверное, именно в этом заключается главный парадокс всей этой истории, когда говорят о великих географических открытиях. Очень часто вспоминают отдельные яркие путешествия, но в случае России мы видим не одно путешествие и не одну удачную экспедицию. Мы видим непрерывное движение длиной в сотни лет, в ходе которого исследователи-землепроходцы, моряки и ученые буквально собирали карту огромной части планеты. Именно поэтому сегодня на глобусе можно встретить десятки названий, связанных с русскими первооткрывателями. Берингов пролив, Берингово море, море Лаптевых, мыс Челюскина, остров Врангеля, станция Беллинсгаузен в Антарктиде. И за каждым из этих названий стоят люди, которые однажды решили отправиться туда, где до них еще никто не бывал. Это был проект защиты исторической справедливости патриотического движения Победа 945. С вами был я, Павел Кухаркин, и, к слову, в космосе первыми были тоже мы. Подписывайтесь, до новых встреч, пока.